Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, почему нельзя ночью смотреть в окно и что может произойти, если вы будете это делать. Поэтому обязательно досмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Проверьте, что было включены уведомления и колокольчик. Также, друзья, подписывайтесь вы для себя, и тем самым и другие люди смогут узнать об этой важной и ценной информации. Обязательно ставьте лайки и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, существует много неприятных ситуаций, в которые можно попасть по незнанию и этим самым изменить свою жизнь в худшую сторону, притянув к себе негативной энергетики, а вместе с ними несчастья, неудачи, финансовые потери, ссоры в семье, проблемы как в жизни, так и на работе. И когда именно такая ситуация происходит в нашей жизни, нам приходится искать выход из ситуации и пытаться ее исправить. Поэтому, чтобы этого не допускать, нужно все-таки обдумывать свои действия и поступки, внимательно изучать правила, народные приметы, традиции, суеверия, и это поможет вам уберечь себя и своих близких. Помните о том, что именно окна играют достаточно важную роль в нашем доме, так как через них в него попадают разные энергии. Поэтому с ними, с окнами, связано много народных примет и правил, и одним из них является то, что они всегда должны быть в чистоте. Тогда в вашем доме будет присутствовать и счастье, и удача, благополучие, взаимопонимание и любовь. Поэтому соблюдайте эти простые правила, которые связаны с окнами, для того, чтобы привлечь положительные энергии в свою жизнь и не привлекать всевозможные неприятности. Вот, например, не все знают, что, посмотрев в окно в определенное ночное время, можно привлечь к себе неприятности разного рода. Ночь – это особое время суток, и в этот период человека поджидает много неприятных моментов, поэтому в это время нужно быть предельно аккуратными. Также нельзя смотреть в окно с 2 часов ночи до 3. Сделав это, вы отталкиваете от себя удачу. В это время поток негативных энергетик усиливается, а человеческое биополе наоборот ослабевает и способно притянуть к себе негатив разного рода. В это время также нельзя стоять возле открытого окна, так как вы знаете, что энергия способна попадать в дом через окно. А так как вы стоите возле него, она первым делом притягивается именно к вам. Поэтому избавиться, что потом от проблем, которые появились таким образом, будет очень непросто. Поэтому лучше не рискуйте и обходите стороной окно в этот промежуток ночного времени. Если в полнолуние вы долго будете смотреть в окно, то таким образом вы оттолкнете от себя денежную энергию, а вместо нее получите, к сожалению, финансовые проблемы, которые будут преследовать вас на протяжении еще 3 месяцев. Также в полнолуние нельзя спать, чтобы свет луны попадал на лицо, потому что в период вашего сна вы более всего беззащитны, а свет луны, попадая на вас, будет нарушать ваш положительный энергетический баланс. Выйдя на улицу на следующий день, вы можете даже подхватить с глаз, или если кто-то пожелает вам зла, и у вас могут быть большие неприятности. Поэтому, если вы видите, что Луна светит именно на вас, закрывайте окно чем-либо, так как во время сна вам не сможет ничего навредить.
Когда на улице сильная гроза, также не нужно стоять возле окна, потому что гром, создавая энергетические вибрации, будет отталкивать от вас светлые энергии, притягивая взамен их к вам негатив. Многие, наверное, из вас не раз замечали, что после того, как посмотрите ночью на грозу, могут начинаться конфликты с близкими людьми, ссоры и выяснения отношений, которые влекут за собой неприятные ситуации. И тогда уже нужен не маленький промежуток времени, чтобы все стало на свои места. Поэтому, если у вас есть такая привычка, то срочно избавляйтесь от нее. Детям и беременным не нужно вообще на протяжении всего ночного времени смотреть в окно в их энергетическое поле, потому что оно нестабильно и подвержено влияниям разного рода. Оно способно притягивать и впитывать то, что окружает. В этот период под окном может проходить энергетически сильный человек, чья энергия разрушительна, и ребенок или беременная женщина, впитав эту энергию, станут плохо спать, начнут преследовать кошмары, беспокойство и различные неурядицы. Поэтому, если в вашей семье есть кто-то из этой группы, постарайтесь обезопасить их, чтобы потом не думать, как решать возникающие проблемы, а их будет немало. Также ни в коем случае нельзя смотреть ночью в окно при тумане. Если сделаете это, то поставите блок для энергии, и они не смогут к вам поступать. Это также приводит к застою энергии вокруг вас, и благодаря этому ваша жизнь изменится, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Могут начаться проблемы на работе, в личной жизни и так далее. Как только у вас будет решаться одна проблема, на ее месте просто будет возникать следующая. И снять такой энергетический блок, к сожалению, очень непросто. На это уйдет достаточно много времени. Также нельзя смотреть в окно ночью, если в ночное время предстоит дальняя дорога. Она иначе будет трудной и не доставит вам удовольствия, так как постоянно будут происходить неприятные ситуации. На протяжении всего времени вас будут преследовать неудачи. С такой поездки вы вернетесь энергетически истощенным. И вам на протяжении долгого времени нужно будет возвращать свои положительные энергии, которые от вас уйдут. В ночное время суток окно без надобности лучше обходите стороной, так как вы не привлечете в свою жизнь неприятные изменения, о которых потом, возможно, будете жалеть. Вам нужно из вышесказанного взять для себя за правило, чтобы лишний раз не рисковать, не стоит смотреть в окно ночью. Знайте, это не к добру. Поэтому соблюдайте обязательно все правила, о которых вам известно, а также используйте те советы, те рекомендации, которые нам остались от наших предков. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами уже в следующем видео. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, переходите, там много полезной, важной и интересной информации. Приятного всем просмотра!